Мы продолжаем разбираться с люксовой обработкой брюк, и сегодня будем выполнять обработку пояса корсажной лентой. Давайте посмотрим, как это выглядит в изделии. Это классический способ выполнения пояса на брюках, поэтому он в первую очередь заточен на облегчение посадки на мужскую фигуру. Пояс состоит из двух деталей, соединенных по заднему шву. Но я попробую применить эту конструкцию для женской фигуры, то есть для своей. Для обработки пояса нам потребуется корсажная лента. Свою я изготовила сама. О том, как устроена корсажная лента, зачем она нужна и как ее сделать, можно посмотреть в другом видео, ссылка будет в описании. В этом изделии мне еще очень нравится то, что с лица нет никаких строчек, которые очень часто можно встретить. И нижний край корсажа зафиксирован машинным подшивочным стежком, который мы можем видеть с изнанки. Мы это выполним потайным ручным стежком, так что ничего не будет видно даже с изнанки. И есть еще пара моментов, которые можно улучшить. На этих брюках шов притачивания пояса к основной детали заутюжен на пояс, из-за чего здесь ощущается утолщение. Мы сможем сделать эту обработку более деликатной, если припуски шва притачивания пояса разутюжим. И есть еще одно толстое место в зоне притачивания мешковины бокового кармана. С подзором, обтачкой и всеми подгибками здесь создается значительное утолщение. Мы также попробуем решить эту проблему. Давайте теперь приступим к самой обработке. И перед тем, как начать работу, нужно отметить, что мы начали обработку гульфика в первой части видео, ссылка на которую будет в описании. На данном этапе изделие выглядит следующим образом. Брюки не соединены по шаговому и заднему швам. Обтачка. Свободный край обтачки у нас тоже обтачен подкладочной тканью. Не проложена пока отделочная строчка, фиксирующая обтачку к основной детали. Откосок и правая часть застежки приметаны к основной детали. Изнанка откоска не обработана. Начнем с подготовки лекал. Пояс будет иметь две прямоугольные детали. Одна со стороны гульфика, другая со стороны откоска. Длина детали со стороны гульфика равна полуобхвату талии плюс ширина обтачки гульфика. Длина детали со стороны откоска равна полуобхвату талии плюс ширина откоска и плюс расстояние, на которое мы смещаем откосок от линии середины. У нас это 0,7 см. Ширина пояса зависит от модели, но классически это 4 плюс-минус 0,5 см. Я возьму 4 см. Готово. Перейдем к раскрою деталей. Для обеих деталей берем припуски 1,5 см. По линии середины спинки для подгибки берем 3 см. Готово. Мы раскроили детали пояса, и теперь нам нужно их подготовить к дальнейшей работе. Для того, чтобы верхний край пояса не топорщился, а хорошо прилегал к талии, данная деталь должна иметь изогнутую форму. Это достигается двумя способами. Либо мы ее изначально кроим уже изогнутой, либо придаем прямоугольной детали изогнутую форму при помощи влажной тепловой обработки. Портные это называют «заправить пояс». Я хочу попробовать второй способ. И здесь встает резонный вопрос, до какой степени нужно загибать. Это зависит от фигуры. И я буду ориентироваться на лекало своего прошлого изделия. То есть вот примерно такая форма. Вместе с поясом нам также нужно будет заправить и корсажную ленту. Корсажная лента должна быть изогнута немножко больше, чем пояс. Я заправила пояс и корсажную ленту. На следующем этапе нам нужно усилить деталь пояса. Для этого можно использовать клеевой и бесклеевой способ. Я хочу попробовать бесклеевой. Деталь бесклеевого усилителя выглядит следующим образом. Она состоит из трех частей. Из основы, самого усилителя и долевика. Основа выкраивается из карманки, либо из ее аналога по косой. Это все имело изначально прямоугольную форму, просто я уже заправила эту деталь. Деталь усилителя кроится по размерам пояса без припусков, деталь основы кроится по размерам пояса с припусками. Долевик – это очень важный момент, поскольку мы заправили пояс и корсажную ленту по верхнему краю, детали сутюжены. И эту линию нужно дополнительно стабилизировать и зафиксировать, чтобы она со временем обратно не растянулась. Долевик я выкроила из органзы шириной 1 см. И можно также взять карманку по долевой. Все три детали по верхней линии стачены на машинке зигзагом. После этого я придала форму детали
чтобы они выложились относительно друг друга. И после этого зафиксировала нижний край усилителя вручную козликом. Теперь детали пояса и усилителя необходимо соединить. Мы усилитель ориентируем таким образом, чтобы его верхний край совпадал с верхней лекальной линией пояса, чтобы строчка шла как раз вдоль среза и не заходила на усилитель, чтобы не создавалось лишней толщины. И для удобства приметываем. Для того, чтобы нам удобнее было сформировать верхнюю линию пояса, я решила следующим этапом соединить деталь пояса с корсажной лентой. Как мы это делаем? Корсажную ленту не должно быть видно с лица, поэтому линия притачивания корсажной ленты должна на 1-2 мм быть смещена в сторону припуска от лекальной линии пояса. Притачивать можно по верху, но я люблю, чтобы строчки не было видно. Для этого у меня здесь есть свободный край. Я буду прикладывать и притачивать таким образом. Как корсажную ленту ориентировать по длине пояса? Вот у нас основная деталь со стороны откоска. Вот наш пояс. И корсажная лента должна быть примерно на 2 сантиметра заходить за линию середины. Ее не стоит доводить до самого края откоска, она здесь ни к чему. Со стороны обтачки у нас будет здесь подогнут край обтачки, и она будет заходить за этот край. Поэтому можно сориентировать ее по линии середины, приложить. Можно на пару сантиметров сместить от линии середины. И на поясе сделать соответствующие отметки, и после этого приложить и притачать. После того, как мы стачали пояс с корсажной лентой, нам необходимо срезать излишки припуска, и мы уже можем сформировать верхнюю линию пояса. Для этого нам необходимо здесь выложить небольшой кантик, для того, чтобы корсажной ленты не было видно с лица, и провести влажно-тепловую обработку, то есть приутюжить. На следующем этапе нам необходимо подготовить верхний срез основных деталей для притачивания пояса. И здесь наша основная задача – это минимизировать толщины везде, где только можно. Толщины здесь связаны в основном с зоной притачивания мешковины кармана. И сразу хочу сказать, что я видела много упоминаний о том, как делать эту обработку, но ни разу не видела, чтобы кто-то от и до показал полностью, как это сделать. Поэтому где-то я буду действовать по аналогии с обработкой бокового кармана по боковому шву. То есть, другими словами, тестировать собственный вариант обработки. Посмотрим, как это получится. Итак, наша задача убрать из линии притачивания пояса к основной детали максимальную толщину пакета бокового кармана. Как мы это делаем? Нижнюю мешковину мы отгибаем, подзор, обтачку и верхнюю мешковину мы надсекаем до линии притачивания пояса, прям до самой линии. Еще одно очень толстое место находится в точке линии входа в карман. Как мы здесь поступаем? Мы отгибаем нашу деталь и надсекаем обтачку входа в карман по линии притачивания пояса до самой линии входа в карман. Таким образом, чтобы эту часть, которая создает нам толщину, можно было вывести в припуск. И у нас выходит так, что обтачка входа в карман останавливается ровно по линии притачивания пояса и не входит в строчку. Если ткань сыпучая, можно для подстраховки вот этот срез обметать вручную. И линия притачивания пояса, строчка у нас будет идти четко через конец рассечки. Этот участок мы дополнительно потом закрепим тем, что здесь на сантиметр ниже поставим закрепку. Теперь нам осталось обметать срезы основных деталей, и мы можем приступить к притачиванию пояса. Наконец-то мы подошли к этапу притачивания пояса.
И давайте подготовим наши детали. Нужно отогнуть мешковины кармана, все, что мы здесь натекли, и зафиксировать булавками. Деталь пояса нужно сметать с детали усилителя, чтобы она не смещалась и не дала нам пузыря. Начнем со стороны обтачки. Мы отгибаем обтачку и прикладываем пояс таким образом, чтобы усилитель совпал с линией середины, а окончание пояса примерно на сантиметр-полтора выступало за край обтачки. Отдельно нужно проследить, чтобы строчка прошла через конец рассечки по линии входа в карман. И вот так будем притачивать. Со стороны откоска пояс прикладываем таким образом, чтобы край усилителя совпал с лекальной линией откоска. Сложность этой процедуры заключается в том, что при сложении у нас детали выгнуты в разные стороны, поэтому предварительно лучше их, наверное, все-таки сметать. Строчку нужно прокладывать от передней линии к задней и по детали пояса, чтобы у нас машинка немножко припосаживала основную деталь. Также в месте рассечки в районе линии входа в карман вот этот хвостик желательно тоже приметать дополнительно, чтобы у нас случайно не сместилась линия входа в карман. На данном этапе также уже необходимо установить шлевки, если вы планируете их делать. Я буду выполнять пояс с поясными регуляторами, поэтому я этот этап пропускаю. Мы притачали пояс. Теперь можем приступить к влажно-тепловой обработке. Для этого нужно снять временные строчки, срезать лишний припуск детали пояса и еще сделать одну рассечку в зоне бокового кармана. В том месте, где мы делали рассечку в первый раз, нам нужно еще сделать надрез припуска основной детали. Смотрите, вот у нас вот так выглядело. Мы соединили. У нас здесь есть небольшой нахлест. И вот эта вот зона, вот этот участок нахлеста нам нужно оставить заутюженным на пояс. Поэтому мы здесь рассекаем припуск основной детали для того, чтобы можно было его отсоединить и отогнуть вниз. И у нас получится, что припуски разутюжены, а зона нахлеста у нас будет заутюжена на пояс. Мы разутюжили припуски, и уже получается очень красиво. Нам необходимо теперь зафиксировать верхний срез мешковины кармана. Для этого мы ее срезаем миллиметров на 5 дальше, чем заканчивается припуск пояса, чтобы не создавать перепада толщины, и вручную притачиваем к припуску пояса. Самая ответственная часть в обработке пояса позади, и на этом моменте мы пока прервемся. В следующем видео мы завершим оформление зоны гульфика и заднего шва, а также подошьем нижний край корсажа. Ссылка на продолжение будет в описании. До встречи!